Добрый день! Тема этого видео: какая сварочная проволока лучше, обедненная или полированная? Дело в том, что я сам работаю в компании по продажам сварочных материалов, и мне этот вопрос задают чуть ли не каждый день. Ответ на этот вопрос есть в интернете. В русскоязычном интернете на самом деле очень мало информации. А вот в китайских научных статьях, европейских, американских, там много исследований, где подробные характеристики, сравнения. Там все это описывается, какая все-таки проволока лучше. Кстати, в конце этого видео я скажу свое мнение и обосную, почему это так. Какую лучше использовать сварочную проволоку, обедненную либо полированную. Начнем. У нас есть ГОСТ, который подходит для той и другой проволоки. Это 22 46 70. 70 это дата создания этого ГОСТа. Прошло лишь всего 52 года, но на самом деле ГОСТ не устарел, ГОСТ актуален и сейчас. И, в принципе, российские поставщики ориентируются, российские изготовители сварочной проволоки, обедненной и полированной, ориентируются на этот ГОСТ. У нас есть проволока СВ08Г2С. П – это обозначение полированная, а О – это обедненная. Сначала я расскажу про полированную проволоку, а потом про обедненную, плюсы и минусы. Плюсы полированной проволоки. То, что, кстати, иногда ее называют светлая, осветленная проволока. Кто как, это так в простонародье уже. Основной плюс полированной проволоки в том, что сварщик, когда сваривает, выделяется очень большое количество аэрозолей и вредных примесей. И меди там нет. В отличие от того, когда сварщик сваривает обедненной проволоки. Медь на самом деле влияет плохо на здоровье сварщика. Да вообще здоровье и сварка — это разные вещи. И в процессе сварки выгорает большое количество лигирующих элементов. Сварщик всем этим дышит, все это попадает в окружающую среду. Ну, в общем, при сварке полированной проволоки этого нет. Также при сварке полированной проволоки минимальное разбрызгивание и очень большой, как сказать, срок годности оборудования и расходных материалов. Дело в том, что при сварке медной проволокой, обедненной проволокой, поверхность, медь, которая на поверхности, она остается в канале горелки, на наконечниках, и наконечники очень часто используются, гораздо чаще. Также именно эта медь остается на роликах. В общем, медь приводит к большому, более быстрому износу оборудования и расходных материалов в сварке. А при сварке полированной проволоки этот износ гораздо меньше. Это большой плюс является. Также хочу сказать, что европейские компании, одна американская компания создала такую технологию, называется ASK. Это Advanced Surface Characteristic. Это покрытие с улучшенным качеством. Дело в том, что при процессе изготовления сварочной проволоки, вообще сварочную проволоку изготавливают в процессе волочения. Можете посмотреть в YouTube, как ее делают, и обедненную, и полированную сварочную проволоку. Там все понятно, я думаю, вы разберетесь. И вот в процессе изготовления полированной проволоки, когда волочение проходит сам процесс, там используется технологическая смазка. В эту смазку входят различные жирные кислоты, щелочь, вода, и также может попасть водород. И чтобы это избежать, вот придумана технология ASK, Advanced Surface Technologies. И сейчас, кстати, Advanced Surface Characteristics, вот как она правильно называется. Сейчас технология применяется практически у всех производителей полированной сварочной проволоки. Теперь поговорим про обедненную сварочную проволоку. Как я уже сказал, обозначается она СВ08Г2С-О, что обозначает обедненная. В процессе изготовления проволоки саму проволоку после волочения опускают в раствор медного купороза, где происходит химическая реакция, и на сварочную проволоку оседает медь толщиной 0,006 мм, это 6 микрометров, ну, то есть это очень-очень тоненький такой слой. И эта медь у нас потом выгорает. Медь и положительно, и отрицательно влияет на свойства сварочной проволоки и свойства сварочного шва. Положительно влияет тем, что механические характеристики после сварки становятся гораздо лучше, а отрицательно в том, что я уже сказал, что медь остается на наконечниках, в канале горелки, на роликах. Потом также сварщик в процессе сварки, медь когда выгорает, дышит этим, то есть это отрицательно влияет на экологию. То есть тут есть и плюс, и минус. Но тем самым медь, которая идет, проволока, которая покрыта медью, очень лучше происходит только подвод к сварочной ванне. То есть у нас дуга горит стабильнее, но разбрызгивание у нас при этом чуть повыше становится.
Так, сопротивление у нас лучше только под воду, ну, только что так я и сказал. Что еще хотел сказать? То, что большой плюс у объединенной сварочной проволоки, то, что она примерно в 10 раз лучше подвержена коррозии, и она больше хранится. То есть, объединенная проволока, она менее подвержена коррозии, чем полированная, так как имеет, ну, вот тут толщину меди 0,006 миллиметров. Что еще хочу сказать? То, что в процессе работы я посещаю часто различные вебинары, форумы, езжу по компаниям, общаюсь с людьми. Я приезжаю на презентации, там полированные проволоки. Допустим, я приехал на презентацию в какую-то фирму, и они рассказывают, какая у них самая классная полированная проволока. И там приводят сравнение, то, что их полированная проволока лучше, чем объединенная проволока. Потом я еду в другую организацию, слушаю точно такой же доклад, где там производитель объединенной проволоки рассказывает, то, что объединенная проволока лучше всех в мире, она гораздо лучше полированной, приводит характеристики, приводят цифры, доказывают это все. И у меня сложилось такое мнение, то, что каждый хвалит, как бы, ну так оно и есть, каждый хвалит там свою проволоку. По факту на рынке сейчас полированная проволока стоит чуть-чуть дороже, чем объединенная проволока. И задаваясь таким вопросом, какая же проволока лучше, объединенная или полированная, мое мнение и мнение все-таки научных статей, которые я читал, и ту информацию, которой я владею, конечно, полированная проволока, она более лучше, чем объединенная проволока. Но вообще при покупке любой сварочной проволоки я бы учитывал такие значения, как первое, это наличие сертификатов, наличие ГОСТа, наличие международных сертификатов, там ДБ, ТУФ, там бразильские, южнокорейские, американские, европейские сертификаты, ДИН, ЕН и так далее. Также я бы обращал внимание на российские сертификаты, это на НАКС, на ГОСТ, это на морской регистр, на речной регистр. То есть чем больше сертификатов, тем, естественно, лучше. Тем самым мы понимаем то, что проволока качественного производителя. Кстати, еще хотел сказать такую вещь, то что если сам по себе завод по производству сварочной проволоки, ну, как скажем, низкого ценового сегмента, то у него и полированная проволока будет плохая, и объединенная проволока будет плохая. Ну, это связано с технологией изготовления вообще проволоки. Если у нас завод хороший, европейский, и вы бренды прекрасно эти знаете, либо там один китайский завод, либо один там индийский завод, либо американские заводы, если завод такой премиум уровень, то у него хорошая проволока и полированная, и объединенная. Также еще хотел сказать то, что я часто езжу в командировки по предприятиям, общаюсь там с главными сварщиками, с технологами, с инженерами, кто использует. И что я заметил и в процессе разговора, ну я вижу это подтверждение постоянно, на серьезных предприятиях, где нужно очень хорошее качество сварочной продукции, той продукции, которую они изготавливают, где очень высокие требования, используют в основном, конечно же, полированную сварочную проволоку. А там, где нужно попроще, там используют объединенную сварочную проволоку. Наверное, у меня все. В этом видео я попытался рассказать плюсы и минусы полированной и объединенной сварочной проволоки. Тут есть и плюсы и у той, и у другой, и минусы также есть. Но самое главное, это выбор поставщика, выбор завода-изготовителя. Если завод хороший, то у него хорошая и полированная, и объединенная сварочная проволока. Как-то так. С вами был Сергей Витищенко. Если вам было интересно, поставьте лайк. Всего доброго, до свидания.